Но сейчас первый слой будет плохо сниматься. Тут большой плюс в том, что остался мел. Там прям куски мела, то есть ее не заморочились, не вот тут видно, что чуть помыли. Вот так щеткой чисто мазнули, да и все, на этом закончилось. Ну тут мы будем чуть по-другому делать, мы будем замывать в конце, смывать, чтобы прям начисто вымыть эту розетку больше. Если мы в пабе больше снимали чисто инструментов, чтобы подровнять и одновременно, то тут нам надо будет замывать. Вымыть все из-под внутрений. Отдайте мне алмаз. Вот мы дочистили до такого состояния. Вот. Ну, фактически все убралось. Сейчас нам надо будет мыть. Мы моем тут прямо на софит, и поэтому он становится грязный. Прилично очистить. Вот так вот слой за слоем, чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть убираются лишние. И вот в конце доходит вот до такого вот. Но это еще не готово. Так сделать по-разному, и вообще можно было делать все за раз, там, взять квадратный дециметр, например, площадью, взять этот цветочек и делать его сразу до конца, то есть раз за разом проходить его, пока не готов, потом брать там следующий какой-то участок, вот здесь, там его делать, потом сюда переходить, и так. Но мы делаем по-другому, мы проходим раз, второй, третий, ну, правильного нет, опять же, кто-то делает так, кто-то по-другому. Очень хорошее состояние, ничего не разрушено, там одна трещина от штукатурки, это все ни о чем.
Вот как-то так это делается. И потом, когда подсохнет, прям высохнет, можно еще чуть-чуть пройтись и посмотреть, там оно будет такой характерный, такой синеватый, серый так, оттенок на сухом. И тогда уже даже на сухую оно легко вычищается. Там. Не надо уже вообще стопроцентно там сверхкачество получить. В принципе, это это вот достаточно хорошая расчистка такая. Еще чуть-чуть почистить местами и вообще все очень хорошо. Часик поковырялись. Тут. Вот так получилось, в общем.